Амбушюры с эффектом памяти, обод, коровья кожа, свайпы по правому наушнику для управления, диафрагма из биоцеллюлозы, топ массового рынка. Такого чистого звучания я еще не встречал. Автономность по факту просто поражает. Материалы кожи, пластика, нержавейка. Уши хорошие. И я первый раз за 4 сотни обзоров прошу, обязательно досмотрите ролик. Что Meizu умеют делать хорошо, так это делать девайсы для звука, особенно накладные наушники. Tube 426, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры без лишних слов и позерства, а еще долгие и подробные стримы по воскресеньям в 18:00 по Москве с ответами на все ваши вопросы. И не забывайте подписываться с колокольчиком, на канале всегда несколько конкурсов. Сейчас, например, можно выиграть наушники ТВС за $170. Ну а теперь тезисно о моих самых долгожданных накладных наушниках Meizu HD60. Коробулька премиум. На самой коробке почти все на китайском, коробка после нашей почты довольно замятая, открывать непросто. Вскрываем. Первое, на что обращаешь внимание, это запах. Запах пластика дешевого Китая. Наушники сразу упакованы в довольно приличный с виду чехол, который при этом ужасно пахнет. Запах выветривается только на второй день, но приятного, я вам скажу, от этого мало. В комплекте наушники, документация, кабель Type-C для зарядки, чехол и кабель AUX для соединения по мини-джеку. Никаких дополнительных амбушюр или переходников нет. Кабеля все достаточно длинные и качественные. Инструкция подробная, практически все управление сенсорное, адекватное. Особенно приятно с вайпами менять громкость. Но расположен сенсор только на правом наушнике. После выпуска их прошлой модели HD50, напоминаю, что прошло целых 3 года, и не зря они так долго делали свои наушники. Даже сенсор у них получился рабочим. Ложных нажатий у меня не было. Как только вы переведете взгляд на сами наушники, у вас моментально возникнет вопрос: не брак ли вам прислали? Кривое оголовье из коровьей кожи выглядит, как будто его пришивал пьяный сапожник в 70-х годах в одной из стран постсоветского пространства. И то для выработки нормы. Но после долгого изучения из пресс-релизов я понял, что это модно и такова их задумка. Ладно, хоть швы ровные. Само оголовье тканевое с довольно кустарными заломами внутри. И хотя из-за этого оголовья уши выглядят не так, как выглядят премиум наушники по $500, свою миссию обод выполняет. Наушники носить комфортно, не давят, притом обеспечивают полное прилегание. Хотя во внутренний материал обода точно будет забиваться пыль. Сетка будет забиваться. Очень странное решение. С другой стороны, можно пропылесосить, а потом протереть тряпочкой. Но я скажу, так себе решение. По мне. Про автономность наушников. Наушники, как вы понимаете, могут работать как по Bluetooth, так и от кабеля. Если работать по Bluetooth, аккумулятор заявлен в наушниках на 500 мАч. Его хватить должно на 25 часов. По факту, через Bluetooth у меня наушники отработали около 30 часов с полного заряда. И это очень хорошо. Заряжаются наушники через кабель Type-C. Наушники в основном из пластика. Чашки из пластика, корпус и внутренняя часть обода из нержавейки. Внешняя часть обода и амбушюры из кожи. Амбушюры размером 80 на 90 мм, при моем размере головы в 58 см, мои уши в чашке помещаются полностью, и запаса еще довольно много. Чувствую себя в них комфортно. Весят наушники около четверти килограмма. И по ощущениям очень легкие. Вес распределен равномерно. Амбушюры, как я уже говорил, с эффектом памяти. Соединять с источником звука можно через Bluetooth версии 5.0 и кабель AUX, притом кабель довольно качественный. И здесь сразу по громкости. По Bluetooth после часовой прогулки на максимальной громкости долго не мог прийти в себя, когда их снял. Когда носил, думал, громкость без запаса. Снял и понял, что ошибся. Голова гудела еще долго. Максимум советую слушать на 80% громкости. При использовании через кабель орут еще сильнее. Будьте аккуратнее с вашими наушниками. На максимальной громкости лучше никогда ничего не слушать из качественных ушей. Двухрежимная технология шумоподавления CVC. Внешний микрофон компенсирует внешние помехи, микрофон внутри корпуса компенсирует внутренние искажения. Но никакого активного шумодава в вашем понимании при проигрывании музыки здесь нет. И где бы вы ни находились, если вы выкрутите громкость ушей на 80%, окружающего мира вам слышно не будет точно. Вот такой здесь пассивный шумодав. А так называемый шумодав CVC, который должен помогать вам общаться, используя наушники как гарнитуру, работает просто отвратительно. Это первый раз за полгода, когда я даже пример записи микрофонов в ролик помещать не буду. Так отвратно они работают. Для разговоров эти наушники использовать однозначно не советую. По удобству носки. На шапку налезает свободно, при этом звучание даже через нее нормальное. С очками носить неприятно и неудобно. Конструктивно по источнику биодиафрагма на 40 мм с сертифицированным Hi-Res звучанием и со слов производителя упором на низкие частоты. Я
считаю, что наушники отрабатывают на 100% свою сложную конструкцию, поддерживаемые кодеки AAC, SBC и aptX. И здесь ничего сверхинтригующего, но кодеки в связке с Bluetooth обеспечивают ультраминимальную задержку при просмотре YouTube и делают возможным играть довольно комфортно в тот же PUBG на телефоне, притом без провода, как вы уже поняли. И в нем, что отрадно, практически тоже отсутствует задержка. Не люблю я эти тесты с игрухами, начинаешь проверять, зависаешь в них на час вместо 5 минут. Наушники для PUBG подойдут, если кратко. На YouTube задержку не заметите. Уши, кстати, говорят с вами женским голосом на китайском языке, что в принципе лично меня не раздражает. Переключаются между сопряженными девайсами наушники меньше, чем за секунду. Мультиподключения, как в OnePlus Bullets 2, здесь нет. Сразу к нескольким девайсам их не подключить. Но когда уши подключены по Bluetooth, допустим, к моему ноутбуку, при отключении от него они моментально подключаются к сопряженному ранее телефону. Как вы понимаете, на телефоне для этого должен быть включен Bluetooth. Импеданс у наушников 16 Ом. Самое интересное по звуку. По звуку вам обеспечен мощный бас без лишнего акцента и при этом с незабитыми средними частотами. Без микроконтраста и лишнего тепла. Даже сложную музыку с аудиофильскими записями слушать приятно. Верхние частоты не зажаты. Для аудиофилов в принципе наушники скорее всего не подойдут. А всем остальным звучание с отличной глубиной и шириной сцены я советую. Я теперь использую эти наушники как основные. Думал, протестирую, продам, но нет, оставлю себе и буду ими пользоваться. Хороши они. Цена у ушей около $79 с доставкой. Я пытался купить со скидкой около 2 месяцев. В итоге у меня ничего не получилось и пришлось брать их по полной стоимости. Продаются они в 2 расцветках. Ссылка, где лично я их купил на Алиэкспрессе, как всегда в описании к видео. Резюмирую сегодня супер кратко. Советую. Для меня важны 3 вещи в наушниках: звук, автономность и удобство использования. Не люблю, когда мне в роликах вспоминают Marshall или JBL из низкого ценового сегмента. По мне, звука там вообще нет, тупая долбилка. Но каждому, как говорят, свое. Жду всех сегодня на стриме, ставьте лайки за труды и пишите, обозревать ли еще накладные наушники в комментариях к этому обзору. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.